Глава 37 Ханка Импакт начинается с милой встречи. Кира, опытная валькирия в боевом костюме Шиксал, встречает двух молодых девушек, также одетых в аналогичные боевые снаряжения. Несмотря на свое старшинство, Кира поначалу неузнаваема для дуэта. Однако, когда Сюзанна слышит имя Сесилия, она приходит в восторг и начинает рассказывать, как восхищается ею. После того, как они узнают друг друга получше, группа отправляется в главный город в погоне за темной сели. Прибыв туда, они беседуют с местными жителями, чтобы выяснить, что им известно. Они узнают, что недавно в городе видели еще одного постороннего. Местные жители также рассказывают им о божестве, которое они почитают, мудрец высокой башни. По их словам, это божество исполняет желания тех, кто ему молится. Интригующее, правда? Несмотря на то, что город весь день залит солнечным светом, местные жители по-прежнему придерживаются традиционного отсчета времени. Немного странная практика в этой измененной реальности, не находите? Группа также замечает, что местные жители используют ИИ-помощника, который кажется слишком продвинутым для их уровня технологий. Это еще одна подсказка, что здесь работает другой посторонний. Когда они почти готовы разобраться в ситуации, они видят женщину в беде, убегающую от монстра с косой. В мгновение ока Кира и ее коллеги приходят на помощь женщине, узнавая, что эти странные существа на самом деле оракулы и слуги мудреца. Женщина, немного потрясенная, объясняет, что оракулы приняли ее за врага. После боя они знакомятся с девушкой. Оказывается, что ее зовут Вита, которая очень дружелюбна и предлагает свою помощь. Вита со своим добрым и дружелюбным характером предлагает помочь им познакомиться с городом и понять, какие силы в нем действуют. Дальше мы продолжаем следить за темной зельем на ее пути в самый большой город страны Железного Песка. Этот город сильно отличается от заснеженного священного города соленого снега. Он покрыт песком, имеет ближневосточный колорит и окутан вечной ночью. Здесь темное зелье узнает, что милые жители, известные как светлячки, считают этот пузырьковый мир чем-то вроде загробной жизни. Как и в священном городе соленого снега, местные жители поклоняются мудрецу, который, по их мнению, в конце концов вернет их к жизни. Темное зелье с самого начала относится к этому мудрецу с некоторым подозрением и находит поведение говорящих огненных шаров светлячков довольно странным. Ее подозрение усиливается, когда один из светлячков объявляет, что мудрец только что прибыл в город. Стремясь встретиться с мудрецом, темное зелье вместо этого знакомится с замечательной Хершером сознания. Вернувшись в священный город соленого снега, Вита говорит группе, что мудрец – лучший способ найти темную зелье. Однако, поскольку мудрец живет в уединении, Вита предлагает им сначала встретиться с одним из его прекрасных посланников. Она говорит, что знает одного старика, который находится на радаре посланника, и предлагает расспросить его о том, как встретиться с мудрецом. Когда они добираются до дома старика, то узнают, что он скончался. Неожиданный поворот событий. Его семья и знакомые не опечалены его смертью. А все потому, что жители этого пузырькового мира имеют уникальное отношение к смерти и загробной жизни, которая формируется благодаря их вере в мудреца. Вита объявляет, что мудрец может перемещаться между жизнью и смертью, направляя души людей в загробный мир. Это лишь усиливает подозрения группы к мудрецу. Интересно, что Вита и сама сомневается в мудреце, в отличие от большинства обитателей пузырькового мира. Тем временем добрая и мудрая Сэнти играет роль мудреца. Она создает довольно убедительные иллюзии, которые, кажется, исполняют желания жителей, что в общем-то впечатляет. В неожиданном повороте событий темное зелье сталкивается с Сэнти, что приводит к спору, перерастающему в драку. Во время поединка становится ясно, что Сэнти испытывает некоторые трудности, поскольку энергии Ханкай здесь не так много. Сэнти рассказывает, что в этот мир ее привела Мистель, которая была достаточно добра, чтобы помочь ей. Поняв, что у них есть что-то общее, темное зелье и Сэнти решают объединиться. Вместе они намереваются выяснить, что же такое мудрец и как устроен этот пузырьковый мир. Неожиданно на жителей города нападают монстры, очень похожие на оракулов из священного города соленого снега. Эти слуги песка пришли, чтобы помочь мудрецу поддерживать порядок в стране железного песка.
Жители говорят, что это первый раз, когда слуги песка нападают на них. На следующий день Вита рассказывает группе о карьерном отборе, мероприятии, на котором граждане получают работу. Сегодня там будет посланник мудреца, так что это отличный шанс познакомиться с ним. Когда они приходят на площадь, им сообщают, что они будут послами культурного процветания, что в основном означает, что они станут айдолами, которые должны выступать перед горожанами. Кира дает им несколько советов о том, как стать айдолами, а Вита не может сдержать смех над их затруднительным положением. Кира, однако, стесняется выступать, боясь, что люди поймут, что она не умеет петь. После потрясающего выступления Зели и Сюзанна, они наконец-то встречаются с посланником, который оказывается никем иным, как Прометей. Они расспрашивают ее о пузырьковом мире и планах Мистельн, и Прометей рассказывает им о том, чем они с Мистельн занимались с момента Великого Извержения. Флэшбэк начинается в другом пузырьковом мире, и перед нами знакомое лицо. Это парень, очень похожий на сову, также известный как Чен Тяньву. Прометей ласково называет его аномальной стигмой номер 0013. Чен очень рад снова видеть Прометей и называет ее той самой девушкой-хакером. Вероятно, это тот же пузырьковый мир, что и у Брони. Прометей рассказывает, что Чен не человек, а аномальная стигма, созданная пульсацией от проекта Стигма в море квантов. Стигматы создали для Чена ложные воспоминания, и он решил, что прожил всю свою жизнь в этом пузырьковом мире. Когда его способности вышли из-под контроля, он начал убивать тех, кого считал своими друзьями. В депрессии, осознавав, что его мнимой подруги никогда не существовало, бедный Чен попадает в пространство стигм Мистельн. Мистельн и Прометей продолжают свою миссию по сбору аномальных стигматов из разных пузырьковых миров. Их цель не допустить, чтобы эти стигматы причинили вред, когда они прибывают в священный город соленого снега. Мистельн чувствует в башне еще одну аномальную стигму. Пока они ищут подсказки, Кира наблюдает за ними со стороны. Мистельн быстро замечает Киру и вступает с ней в контакт. Хотя Кира не очень опытна в преследовании, Кира была сильно обижена на Мистельн и набросилась на нее. Она была так раздражена, что даже заметила сходство Мистельн с Сесилией, что только раздражало ее еще больше. Когда ситуация накаливается до предела, мудрец высокой башни вмешался, чтобы разнять драку. Кира все еще была взвинчена, и Мистельн предположила ей немного успокоиться, отправив ее в море квантов для отдыха. Мистельн и Прометей поддерживают, что мудрец является еще одной аномалией стигмат, и пытается объяснить ситуацию самым добрым способом. Мудрец выключает свет и в башне, что вызывает небольшой переполох во всем пузырьковом мире. Мистельн и Прометей понимают, что эта аномальная стигма связана с законами пузырькового мира, и поэтому ее невозможно удалить. Мудрец возвращает все на свои места и отправляется обратно в башню, а Мистельн и Прометей следуют за ней. После нескольких дней наблюдения Мистельн и Прометей приходят к соглашению. Первое, что нужно сделать, помочь мудрецу управлять пузырьковым миром. Они также сообщают, что ИИ и Меха в городе были созданы Прометеем для помощи в управлении. Вторая часть повествует о том, что Мистельн привела зелье в этот пузырьковый мир, чтобы та послужила своего рода шаблону. Вернувшись в настоящее, Прометей объясняет, что Мистельн заманила зелье в это место по поручению мудреца из-за особых правил пузырькового мира, которые требуют, чтобы две зелья были разделены. Прометей также объясняет, что мудрец привязан к башне и не может покинуть ее надолго, что позволяет предположить, что темное зелье может находиться в области, доступной только мудрецу, и называется загробным миром. Прометей не дает им никакой дополнительной информации, предлагая встретиться с мудрецом напрямую, чтобы получить ответы на свои вопросы. Зелье не хочет подвергать себя опасности и отказывается от этого предложения. Как раз в этот момент, когда Прометей уходит, на группу внезапно нападают механические существа. Тем временем темное зелье и Сенти постепенно теряют свои физические формы. По совету местных жителей, темное зелье собирает лунные камни, которые не только восстанавливают ее тело, но и помогают Сенти вернуть свою форму.
Когда темное зелье использует камни на ней, эта маловероятная дружба становится удивительной изюминкой арки. Сенти анализирует разумные существа пузырькового мира и приходит к выводу, что она и темное зелье единственные по-настоящему независимые разумы. Мудрецы рассинхронизированные друг с другом, что не позволяет ей читать их мысли. Тогда темное зелье и Сенти начинают задавать жителям вопросы, и оказывается, что они помнят далеко не все. Странно, что эти жители знают то, чего не должны знать. Темное зелье считает, что некоторые их воспоминания могут принадлежать людям из мира живых. Когда они добираются до места, где полно лунных камней, то слышат голос Шрёдингер, исходящий из одного из них. Оказывается, это не настоящие камни. Эта новая информация добавляет еще один элемент загадки. Она наводит на мысль, что то, что они видят в пузырьковом мире, может быть манипулированным или сконструированным, возможно, мудрецом или другой силой, влияющей на реальность пузырькового мира. В священном городе группа приходит к пониманию того, что это место состоит из двух разных пузырьковых миров, которые каким-то образом связаны между собой. Один представляет мир живых, а другой – загробный мир. В поисках пути в этот подземный мир Вита предлагает им обратиться к другому посланнику, отшельнику, который может предсказывать будущее благодаря своим поэтическим прозрениям. Когда они приходят к отшельнику, вместо него их встречает Мистель. Она предлагает им встретиться с мудрецом, говоря, что ее цель – спасти подземный мир. Несмотря на все ее старания, группа остается неубежденной и отказывается. Вместо этого Мистель предлагает им отправиться к границе, месту, которое, по ее словам, даст им ответы на все вопросы. Тем временем темное зелье и Сенти, встретившие Шрёдингер, рассказывают ей о своих впечатлениях. Оказывается, Шрёдингер должна была встретиться с Кирой, но из-за того, что пузырьковые миры связаны между собой, они оказались в разных измерениях, как и две зелья. Шрёдингер объясняет, что не имея физического тела, она может связаться с людьми по их координатам, используя лунные камни в качестве носителя информации. Именно так она может появиться и предоставить важную информацию, казалось бы, из ниоткуда. Они решают выяснить, что происходит на границе пузырькового мира. Сенти выясняет, что лунные камни – это кусочки каменной соли с Луны, которая представляет собой огромную башню, освещающую небо. Чтобы понять связь между двумя пузырьковыми мирами, представьте себе песочные часы, каждая половина которых представляет один из миров. Когда группа зелья достигает границы, они натыкаются на тот самый черный осадок, который видели в главе 36. Теперь они знают, что это результат наложения пузырьковых миров друг на друга, поскольку они находятся близко к подземному миру. Зелье слышит голоса с той стороны, в том числе и голос Сенти. Это подтверждает, что другая группа находится в том же месте. Это открытие заставляет их задуматься о том, как преодолеть границу и встретиться друг с другом, а также найти способ стабилизировать оба мира. Светлое зелье вспоминает предыдущий опыт, когда она почувствовала присутствие темной зелья через кусочек светлой соли. Она пытается воссоздать эту связь, в то же время темное зелье решает использовать кусок лунного камня с тем же намерением. Профессор Фрог помогает им работать вместе. Когда темное зелье прикасается к лунному камню, она чувствует, что светлое зелье находится на другой стороне. Светлое зелье прикасается к светлой соли и чувствует ту же связь. И двое наконец-то воссоединяются. По мере того, как две зелья восстанавливают связь через запутанное царство, тайны пузырьковых миров начинают раскрываться. Это обнажает сложный гобелен судьбы, памяти и личности, который связывает всех внутри. Путешествия через миры жизни и загробного мира не только проверяют их решимость, но и укрепляют их связь, закладывая основу для дальнейших приключений и более глубоких исследований неизвестного. Эта встреча на границе, где светлое и темное зелье вновь воссоединяются, знаменует собой не только конец одной главы, но и начало другой. Впереди ждут новые испытания и откровения, пока наши герои готовятся к следующему этапу своей эпической саги. Секреты мудреца, истинная природа лунных камней и будущее обоих пузырьковых миров остаются нераскрытыми. Спасибо, что присоединились ко мне в этом захватывающем путешествии по 37 главе Honkai Impact. Если вам понравился этот обзор и вы хотите быть в курсе новых интересных видео, не забудьте подписаться на мой канал.
Поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного из моих будущих видео. Вместе мы продолжим раскрывать тайны вселенной Ханкай. До встречи в следующей главе, капитаны!